Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Во время исполнения песни Хосока «Мне нравится моя девочка», Тэхён сказал «Мне нравится мой мальчик». Видео четкое. Обратите внимание, что Чангук тоже там. Девятое место. Я плачу. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Тэхён сказал о Чангуке. Мне нравится мой парень». Почему Вегу сейчас так откровенны и к чему это приведет? Мой смелый вердикт. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Сначала ты задумываешься, почему Чангук ведет себя так мило и кокетливо, а потом узнаешь, кто все это время был рядом с ним. Седьмое место. Улыбка на лице Чангука расцветает, когда он рядом с Тэхёном. Шестое место. Поведение пары. Они такие счастливые и влюбленные, что комментарии излишни. Вы когда-нибудь замечали, что Тэхён всегда целует Чангука в шрам на щеке? Пятое место. Просто Чангуку нужно внимание Тэхёна, поэтому Чангук хлопает Тэхёна, чтобы тот повернулся и потанцевал с ним. Четвертое место. Забота. Он всегда рядом, когда это нужно.
Третье место. Новости. Юн Сеон Юн, хореограф и перформанс-директор из Hype, поделилась в сторис постом, где ее тегнули с просьбой разработать шоу для Чангука, если у того действительно будет сольный тур. Если слухи о сольном туре Чангука окажутся правдой, не мог бы ты придумать для него по-настоящему крутое шоу? Подогревание слухов вышло на новый уровень. Его взгляд на армию во время Spring Day, как теплое объятие. В этом столько любви, что невозможно сдержать слезы. Вчера стартовало мероприятие в кафе на Маниле в рамках проекта в честь празднования увольнения Тэхёна и 12 лет его дебюта от фан-сайта Ньюна Ви. Команда Велаут и Манила, Куквнила и Ньюна Ви подготовили эксклюзивные подарки для всех участников в Маниле. Особый сувенир в память о самом первом мероприятии от Ньюна Ви в Маниле, Филиппины. Пусть эти подарки принесут немного радости и улыбку в ваше сердце, так же, как Тэхён приносит свет и счастье в наше. Ограничение – 1 на человека. Каждый дизайн выбирается случайным образом. Кафе будет работать еще сегодня. Очень милое оформление, эстетика в каждой детали. Красивейшие подарки на память. Один из танцоров с концертов Хосока опубликовал танцующего Тэхёна. «Ты отлично умеешь танцевать. Давай вместе сделаем челлендж с этим танцем». Видео с выступлением Чангука на концерте Хосока стремительно набирают популярность в соцсетях. Клипы с его выступлением уже собрали миллионы просмотров в Instagram и TikTok, вызывая восторг у фанатов по всему миру. Кроме того, сразу несколько модных и музыкальных изданий, включая Dazed Korea, Marie Claire Korea, Vogue Korea, Singles Magazine, Fast Paper Magazine, а также Billboard Korea, опубликовали ролики с Чангуком в своих социальных сетях, подчеркивая не только его сценическую харизму, но и безупречное чувство стиля. Этот момент выхода Чангука на сцену, феерия, чистый адреналин. Как же мы скучали и так ждали его возвращения на сцену. Мир уже не будет прежним, в него возвращаются любимые голоса. Дебютный мегахит, альбом Тэхёна Лэйоува, стал самым популярным капсульным альбомом на BTS Festa 2025. Его музыкальный стиль, эстетика и глубокая эмоциональность в каждом треке завоевали не только сердца фанатов, но и признание индустрии. Лэйоува — это не просто альбом, это целый мир, в который хочется возвращаться снова и снова. А ведь парней снимал Став. Может быть, в бомбочке к концерту нам перепадет немного танцев Тэйкук в хорошем качестве.
Корейские СМИ обратили внимание на искренние извинения Чангука, подчеркнув, что за его безупречную 12-летнюю карьеру он ни разу не был замешан ни в одном скандале. Они заявили, что необоснованные домыслы и критика должны прекратиться. Чангук также пообещал, что после этого инцидента будет вести себя перед публикой с большей осторожностью. Спорная ситуация продолжает развиваться, поскольку в нее непреднамеренно оказались вовлечены и политические темы. Тем не менее, давайте прекратим домыслы и критику, и с надеждой будем ждать выхода нового релиза BTS Take Two. Ошибки совершают все. Главное – это позиция и поведение после них. Чангук полностью признал свою ответственность за возникший конфликт, открыто используя слова вроде «недостаточность» и «небрежность» по отношению к своему поступку. Именно поэтому многие говорят, что он продемонстрировал пример идеальных извинений, честных, ясных и без оправданий. Учитывая, что за 12 лет с момента дебюта он никогда не подвергался серьезной критике и всегда показывал искренность, его извинения были восприняты как достаточные и убедительные для широкой публики. Если принять во внимание его серьезные отношения, искренность на сцене и заботу о фандоме ARMY, этот инцидент можно воспринимать как временную оплошность, а не как черту характера. Неужели и правда СМИ встали на защиту Чангука? Такое случается нечасто, но именно это мы сейчас наблюдаем. Даже ведущие корейские издания подчеркивают, за 12 лет карьеры у Чангука не было ни одного скандала, и его искренние извинения только подтвердили его зрелость и уважение к публике. Вместо того, чтобы раздувать конфликт, они призывают прекратить беспочвенные нападки и сосредоточиться на главном – его таланте и ответственности. Чангук с Джином на радостях потеряли выход со сцены. Залипаю на счастливую улыбку Чангука. Джихён из Boy Next Door поделился своим волнением по поводу встречи с Чангуком. Он рассказал на МК, что недавно столкнулся с Чангуком Санбонимом в компании. Ему очень хотелось с ним поговорить, поэтому он аккуратно пошел за ним. Но в итоге он так и не решился заговорить и почувствовал себя из-за этого грустно. Чангук – айдол для айдолов. Пусть ваш день будет так же прекрасен, как их взгляды друг на друга. Главная вокалистка S.E.S. Body Is S Entertainment, которая была очень популярна в 2000-х, посетила кафе в Сеульском лесу, район Сонгсудон, где фанаты Чангука проводили мероприятие в честь демобилизации Чангука и годовщины его дебюта. Она сказала, что является фанаткой Чангука и зашла туда случайно, по пути с благотворительного мероприятия Базар ЮНИСЕФ, который проходил по соседству. Также она добавила, что если бы не была певицей, то с радостью присоединилась бы к фанатам и отмечала вместе с ними в честь Чангука. Его трудолюбие, талант, харизма и искренность вдохновляют не только фанатов, но и коллег по индустрии. Их работа ногами. Статья «Тэхён покорил всех». Тэхён был в центре внимания не как исполнитель, а как яркий фанат на концертах Асока Hope on the Stage Final. С яркой улыбкой и неудержимой энергией он свободно танцевал среди толпы, махая поклонникам,
отдаваясь каждым моментом концерта Хосока и проживая каждую эмоцию с участниками группы. Тэхён также опубликовал сторис, которые запечатлели энергию и тепло стадиона. А видео, на которых Тэхён танцует и взаимодействует с толпой, быстро распространяясь в социальных сетях. Немного позитива. Зарядитесь от нашего Тэхёна. Кореянка во время путешествия по Европе посетила ресторан Flat Iron в Лондоне, и персонал там упомянул Тэхёна и сообщил ей, что он обедал у них. Тэхён ходил туда в 2018 году, а корейцы по-прежнему посещают его ресторан, а персонал все еще говорит о Тэхёне. Бэйпсы в исполнении Чангука. Чангук произвел ажиотаж новой татуировкой во время выступления на концерте Хосока. Неожиданная тату и бурная реакция фанатов. Интернет-пользователи быстро заметили удивительную деталь во время выступления. Одетый в белую майку, Чангук демонстрировал ранее невиданную татуировку на груди, цветной рисунок, который никогда прежде не появлялся даже на его фотографиях без рубашки. Это открытие мгновенно взбудоражило фанатов, всегда внимательные к малейшим новостям о своем айдоле. Это сценическое возвращение, увенчанное новой татуировкой, предвещает захватывающий период для группы и фанатов, которые с нетерпением ждут полного воссоединения группы для продолжения их проектов. Моя любимая улыбка. Речь Хосока на концерте – это не конец, а начало. Вы снова растрогали меня. Именно так, ребята. Это не конец. Это только начало. Правильно, любой конец означает начало и наоборот. В любом случае, это тот самый анкор, которого вы так ждали. Это последнее выступление по Энкору. Мы же не можем просто так закончить шоу, правда? Вы же можете повеселиться еще больше, верно? Знаете, что у меня в руках? Мне кажется, я объяснял это штук 15 раз за весь тур. Я уже устал объяснять, так что объяснение становилось все проще и проще. Сначала я говорил, что это я в своей зоне безопасности. Это просто сцена. Вот эта сцена, ребята. Она поднимается, правда? Вот эта сцена и до этого уровня – это я. Так что это очень важный предмет. Да, драгоценный. Вот именно. Я помню, что говорил, поэтому оставлю его прямо здесь. Готово. А теперь время для следующих выступлений. Чтобы продолжить, мне нужно подготовиться. Но сегодня я хочу, чтобы мы все подготовились вместе. Действительно, все вместе. Что нам нужно сделать? Нам нужно установить зрительный контакт. А теперь я посмотрю на всех вас. Хорошо, погнали. Мы так сильно любим этого парня.
О таких руках и запястьях на своей шее можно только мечтать, но вот Чангуку даже просить не нужно. Это всегда они. Увидев эту улыбку, почему-то вспомнился маленький Тэхён. Посмотрите, как счастливо Чангук выглядит, он рожден для сцены. Маленькая история, о которой, возможно, вы не знали. Тэхён и «Потерянная комната» — правдивая история, от которой ты точно улыбнешься. Во время тура BTS в Японии Тэхён вышел на минутку из своего номера в отеле. Вернулся и не может понять, где его комната. С ключ-картой в руке он стоял посреди коридора, стучал в случайные двери и вежливо извинялся перед удивленными постояльцами. Один из менеджеров застал его в процессе и ошарашенно спросил: «Ты чего тут бродишь?» А Тэхён спокойно ответил: «Я потерял свою комнату». В итоге менеджеру пришлось лично проводить его до двери. Позже Тэхён с улыбкой признался: «Иногда я такой рассеянный, что могу потеряться даже в 4 стенах». Вот такой он, наш Тэхён. Непредсказуемый, искренний и по-настоящему забавный. Момент, когда Тэхён станцевал вместе с Чангуком, выучив танец за 2 минуты, поражает. Тэхён обладает хорошим качеством, быстро учит хореографию и долго ее помнит. Индивидуальность важна. Будьте собой. Создайте свой собственный уникальный стиль. Тэхён буквально является основоположником индивидуальности и уникальности в корейской музыке, начиная от его концепций и заканчивая типом музыки, которую он создает. Господи, тут через экран сердце просто удары пропускает, а если в жизни встретить взгляд этих глаз? Если ваше сердечко не замирает от этого и нет бабочек в животе, то мне жаль, что вы такие бесчувственные. Всем, кто его хейтит и обижает, вечный понос без воды и бумаги.
Только представьте, насколько мощным, захватывающим и безумным был бы сольный тур Тэхёна. Тэгу, родина Ким Тэхёна, это город в северной части провинции Кёнсандо в Южной Корее. Его главная достопримечательность – это культурный центр восточной медицины Йенёнси. Здесь не только продаются лекарственные травы, но и проводятся выставки, посвященные истории медицины в этом регионе. Недалеко отсюда разбит парк Кёнсан-Камнён с ухоженными газонами, где расположено здание бывшей резиденции губернатора, построенное в начале 20 века. Посчитаем родинки вместе еще раз. После возвращения Чангука многие задаются вопросом, насколько свежими выглядят его татуировки на рукаве, так как в армии он много работал руками. Текстовая татуировка выглядит так, будто ее недавно обновили. Специалисты также заметили припухлости и предположили, что тату были обновлены совсем недавно. Второе место. Это так интимно. Что там происходит? Я сегодня реву, ничего не знаю. Первое место. Вот что нужно Чангуку для счастья, так улыбается от простого сердечка. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,